Друзья, привет! Сегодня одну тему хочу с вами интересно обсудить. Я знаю, что на нашем канале не бывает политики, мы никогда такие темы не поднимаем, но сейчас я чувствую, что я должен, друзья, сказать пару слов про Казахстан, сказать пару слов о казахах. Ведь наверняка вы видели, что сейчас в интернете появляется огромное количество людей, которые удивляются тому, как в Казахстане принимают тех людей, которые сейчас туда приезжают. И все так удивляются, что вау, я и не ожидал, что Казахстан такой развитый, я не ожидал, что в Казахстане такие гостеприимные люди, что так хорошо встречают, помогают разместиться, кормят, деньги дают. И мне на самом деле очень приятно, что такие положительные отзывы, потому что я уже за последние 5 лет себя ассоциирую с Казахстаном, наверное, процентов на 90. И поэтому для меня сейчас читать эти все отзывы и видеть все эти видео, для меня я также, мне кажется, горжусь, как и любой другой казах, который смотрит и радуется тому, что Казахстан вновь проявляет себя как страна, которая очень гостеприимная, как страна, которая всегда готова помочь сделать хорошие дела. И причем в истории я знаю, что были несколько, я имею в виду, что не однажды были такие случаи, когда Казахстан помогал людям, которые попадали в сложные ситуации. И я хочу сказать, что на самом деле я на собственном примере могу сказать, что действительно так и есть. Казахи невероятно гостеприимные, казахи невероятно добрые люди, невероятно благодарные. Потому что я когда был в 2021 году, год назад, практически ровно год назад я был в Казахстане, тоже осенью в Алматы, и был я там по приглашению Сабыржана Сериковича, это наш Алтын-ага, который вместе со своей Алтын-тате Светланой Мукашевной пригласили нас в Казахстан, и не просто пригласили, но еще и показали Казахстан. Невероятные условия нам создали. До сих пор я вспоминаю этот месяц, и я просто поражаюсь, насколько нужно быть добрым, открытым человеком, чистосердечным, что так просто пригласить. У тебя есть возможность, ты приглашаешь людей и показываешь им свою страну с гордостью, с восхищением, и радуешься от того, что это дело, которое ты делаешь, оно тоже приносит пользу, потому что я думаю, что Сабыржану Сериковичу было посмотреть интересно и на нашу реакцию на Казахстан, потому что это была наша первая, первая полноценная поездка в Казахстан. И казахам действительно есть чем гордиться. Невероятная страна, одна из самых больших стран мира, страна богатая невероятными красотами, невероятными просторами и, конечно, невероятными людьми. Вообще, все казахи, с которыми мне довелось познакомиться, довелось пообщаться, будь то это чемпионы мира по, например, боевым единоборствам, например, Арман Оспанов, и многие другие актеры, Нурлан Куэнбаев, Таукель Муслим, все невероятно открытые, невероятно добрые люди, невероятно приятные и в общении, и точно знаешь, что они с тобой честно разговаривают, точно знаешь, что они ничего не держат за душой, что казахи говорят, как есть, они так и говорят. Если действительно ты чем-то обидел человека, то он тебе сразу скажет, что что ты человека этого обидел. Если, наоборот, что-то хорошее сделал, то человек сразу тебе от души говорит, что он тебе благодарен. И сейчас наблюдать за такой реакцией, конечно, мне очень приятно, и меня даже переполняет гордость. Мне даже хочется сказать, посмотрите, действительно, мои казахи, хочется сказать, мои братья казахи, они такие, они свой хлеб отдадут, только чтобы гостю было комфортно. И даже я знаю, что есть семьи, где все самое лучшее держат для того, чтобы, если вдруг придет гость, чтобы можно было накрыть на стол. Это действительно невероятно. И например, еще один пример, который совсем недавно произошел. Как вы знаете, что у Димаша проходил концерт в Казахстане 23 сентября на центральном стадионе города Алматы. Состоялся невероятный концерт, грандиозный.
Кроме концерта было очень много интересных событий. Дело в том, что очень много приехало поклонников Димаша из разных стран. И я вам, друзья, сейчас расскажу одну историю. Дело в том, что у Димаша есть один поклонник, он профессиональный певец, он поет в Италии. Дело в том, что знакомство вот этого певца, его зовут Фабио Казале, с Димашем оно полностью изменило его жизнь. Сейчас Фабио Казале, он не только поет песни на казахском языке, песни Димаша, он и поет народные песни на казахском языке. Он написал песню, посвятил ее Димашу, и он вот давно уже говорит о том, что я бы хотел, чтобы у меня был Шопен, я бы хотел, чтобы у меня была домбра. И примерно год назад в одной из наших передач он как раз вот сказал, что я бы хотел, чтобы у меня был Шопен. И, друзья, его мечта сбылась благодаря одной удивительной казашке, которую зовут Нурхан Аманджолова. Она обычный академик, педагог с 40-летним стажем. И она вот, когда год назад услышала Фабио, она стала мечтать о том, что когда-нибудь она сможет вот Фабио подарить Шопен. И на концерт к Димашу приехали итальянские поклонники Димаша, итальянский Дирс. И Нурхан передала им Шопен, который вот уже сейчас доехал до Италии и доехал до Фабио. И сейчас уже вы можете зайти к Фабио в Инстаграм, увидеть, как он там щеголяет в Шопене. Я говорил уже о том, что действительно вот Шопен, ходить в Шопене становится трендом. И хотелось бы, чтобы этот тренд был по всему миру. И вот таким образом получается, что теперь и в Италии тоже вот пришел тренд ходить в Шопене. Но главное здесь не это, а главное то, что вот обычные вот такие вот люди увидели, что вот просто в интернете, на нашем YouTube-канале увидели, что есть такой вот итальянец, такой певец, который восхищается Казахстаном, который поет на казахском языке, который посвящает песню Димашу Кудайбергену, казахскому вокалисту. И вот такая вот прекрасная женщина, академик, педагог, которая вот нашла возможность просто взять и подарить целый год, мечтала об этом, и вот сейчас свою мечту воплотила в жизнь и подарила Шопен итальянскому вокалисту. Вот такие вот случаи, они полностью вот могут показать душу казаха, как она есть. Казахи невероятно щедрый, невероятно добрый и невероятно благодарный народ. И еще раз скажу, вот сейчас наблюдать за тем, что появляется в интернете огромное количество отзывов о том, что вот казахи такие крутые, что почему мы раньше не знали про Казахстан, что вот, Алмата так красиво. И мне за этим всем наблюдать очень приятно. Я прям радуюсь, когда смотрю такие видеоролики, когда читаю такие отзывы в Инстаграме, когда нам присылают тоже такую информацию. И я вот чувствую себя вот человеком, который уже вот это вот знает. Вот вы знаете, как, например, вот когда смотришь реакции на песни Димаша, и вот там ты думаешь, вот сейчас будет ключевой момент у Димаша, и сейчас можно будет увидеть у человека реакцию, очень интересно, как он отреагирует, и там смотришь, как человек восхищается, а он там, например, профессиональный вокалист из Америки или профессиональный вокалист из другой какой-нибудь страны, там из Европы, из Австралии. И вот такие вот моменты, они действительно сильно радуют, и у меня прям просыпается гордость за братьев казахов. В общем, хочу вот от своего имени, от канала Алга Петербург поблагодарить всех, кто сейчас вот всех казахстанцев, которые сейчас помогают тем людям, которые приезжают в страну, помогают и жильем, и там помогают оформить документы, подсказывают, там кто-то продуктами помогает. В общем, для меня это не сюрприз, вот, и удивительно, конечно, что для многих людей это сюрприз, но я очень благодарен вот таким людям и очень благодарен Казахстану за то, что вот в Казахстане живут такие люди. И очень благодарен Димашу, что в 2017 году он открыл для меня эту удивительную, прекрасную страну с этими удивительными, невероятными людьми. Передаю всем огромный привет в Казахстан, всем друзьям. Сабуржану Сериковичу, Светлане Мукашевне тоже передаю огромный привет. Всем, в общем, всему Казахстану огромный привет, огромный респект, спасибо. Но у меня на этом все, да. И да, друзья, скоро увидимся. Всем пока.